слишком позитивном ключе я смотрел на крипторынок. Сейчас полистаем, значит, новости последние. Интересно, конечно, больше про биткоин посмотреть. Но и также немного скажу про свои там накопления, там небольшие, которые находятся, считай, все 90% находятся в монете BNB, которая крепко разгружается после битко. Биткоин падает на 13, BNB падает тоже на 13 за 24 часа. Но долго это продолжаться не может, потому что до этого биткоин падал на 5, BNB падал на 10. Поэтому предполагаю, что биткоин, если будет падать на 20, BNB может падать на 40. Такой крепкий каскад. Много кто разочарован, но это надо прожить. Либо ты зря пришел сюда и зря просто потерял время. Нужно лучше понять себя, когда выходить, в что фиксировать, чего ждать. Если не быть фанатиком и смотреть просто на историю, а здесь, кстати, выскочит прошлый разбор по второму дну. Сейчас он как бы второе дно формируется, но может быть еще этих донышек очень много. Если вообще пессимистически или реально посмотреть, прошлая история 18 год, 2018. Здесь получается было падение на 84%. Я здесь нарисовал 81, даже 81 это капец конкретно испугает всех и все. Так, получается 13 тысяч долларов за биткоин. Всю прибыль снять, а потом постепенно опять снова нарастать и набирать новые ресурсы, набирать новых людей. Так я это вижу. По BNB она, в принципе, монетка не особо-то такая старая. Она может одна такая из новых. И если биток уйдет на 80, то эта монетка, мне кажется, BNB, уйти может где-то на 84 спокойно. На 84 спокойно уйти. Я особо как бы не приверженец конкретно BNB, но просто монетки в BNB лежат, в них я, значит, закупаю, но сейчас вижу возможность, так, здесь получается 34. Если действительно будем так разгружаться, мне бы не хотелось видеть такую как бы просадку, и найдя просто платформу, которая действительно, аналитики, получается, платформы этой предвидели, что дно еще не близко, еще терпим, еще ждем. И если двигаться с ними, и сейчас просто выгрузить это дело в доллары, в USDT и просто держать их. На сегодняшний день я посчитал, у меня порядка 600 баксов где-то. 600 баксов это, ну вот с этой просадкой. До этого было где-то здесь под 1000 долларов, даже, наверное, поболее. До этого каскадной ликвидации. Насколько она протянется, неизвестно. Довериться просто чувствам, довериться бывалым аналитикам, которые уже давно здесь на рынке криптоиндустрии присутствуют, и поступить подобным образом. Ликвидировать свой BNB, ликвидировать. Хотя бы я в новые монетки смогу зайти, которые после того, как все это разрядится, все это успокоится, устаканится, можно будет вылететь с профитом на других монетках в растущем цикле. Сейчас, короче, конкретно со всех монет будут выскакивать крепко. Вообще. По новостям, в принципе, пишут, куда монетка придет. При таких раскладах, если на 80% прольется, перейдем где-то в район 13 тысяч долларов за биткоин. Тем самым снимем, короче, всю прибыль, и показывает, что устойчивая корреляция с фондовым рынком все-таки присутствует. Чисто спекулятивная монета, бля. Также интересную информацию тут накопал. MicroStrategy держит биткоин, короче, в убытке на 713 миллионов долларов. Время для маржин колла. Что интересно, он еще, получается, эта фирма взяла монетки в долг, несколько миллиардов у банков, и зашла в биткоин. Тем самым, зная эту информацию, у них самих компания, короче, в прибыльности упала на 60%, акции их не торговать начали торговаться в 64% в настоящее время. Но основатель не собирается продавать сейчас в убыток эти монетки. А у этой компании по средней цене они, значит, брали 30 700 долларов за монетку, 129 218 биткоинов у них на счету, и что составляет почти 3,91 миллиард. Однако стоимость упала, получается, до 3,2,5 миллиарда после того, как цена биткоина сегодня упала ниже 20. И шансы на падение довольно высокие, так как учитывает несколько факторов растущей инфляции. Рыночная распродажа на фоне давления, депинг, сет и ETH и другие факторы приводят к снижению цены БТК. Отпишись, как ты поступил, в чем ты сейчас держишь, какие у тебя просадки, держишь ли ты сейчас в доллары или все слил в биткоин. Отпиши свое вообще внутреннее состояние, как ты чувствуешь сейчас
сейчас себя в этих условиях. Цена дневная здорово очень. Цена дневной свечи еще не успела закрыться. Считаю, что постоянно падать мы не можем. И вот если здесь посмотреть, вот здесь был каскад, а потом вот такая расторговочка пошла. Сейчас тоже возможно каскад и будет расторговочка непонятная. Свечи довольно такие серьезные, ликвидируются конкретно. Самое важное, что тут нужно не бояться недозаработать, а уметь сохранить. То есть, в принципе, даже если в 600 баксов сейчас я зафиксирую, они будут у меня лежать в долларах, я наоборот сохранюсь. Даже если без меня это все шляпа полетит, то я просто сохранюсь. И еще хотел добавить вот... С общим рынком, в принципе, я вот смотрел SP500, оно как стояло, получается, на 3900, так и стоит вот там, а биток сыпется. Так, и еще кое-что хотел добавить, то что майнерам сейчас будет довольно сложно, во-первых, доходность упала у них, они обналичить ее теперь не могут, и еще электроэнергия выросла, вот в чем прикол, блин, повышение электроэнергии. Получается, сейчас для майнеров биткоин тяжелое время, когда падает, короче, цена, совпадает с резким увеличением стоимости электроэнергии. Но будем выходить из этой ситуации потихонечку, блин, победителями. В принципе, спасибо за внимание. Благодарю за лайк, благодарю за дизлайк. Краем глаза по платформе, по партнерке начисления пришли. Выполнено все. В течение суток это все приходит. Я не знаю, сколько времени понадобилось, но я вот только сейчас проверил. Понедельник, уже прошло порядка 2 суток. Все прилетело. Я, в принципе, и не сомневался в том, что прилетит. Вот они, монетки. Берется комиссия где-то в районе 1,5%. Платформа по топовым монетам, которые подготавливает команда аналитиков, в закрепе и в описании. Спасибо за лайк, спасибо за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео. И до новых встреч.